Кремль реагирует на французских военных в Украине, Лукашенко назвал виновных в начале войны, а в НАТО говорят, что осталось 2-3 года до нового конфликта. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В Москве опубликовали кадры для Международного уголовного суда. Минобороны РФ показала, как россияне уничтожают дома украинцев, сбрасывая бомбы. Военные из Франции находятся в Украине уже более 800 дней. В РФ рассказали, как будут реагировать. Дело в том, что у любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов. Лукашенко винит в начале войны не Путина, а россиян, которые на него надавили. Общество российское начало давить на президента Путина и на власть. Вы должны их защитить. Всем привет, друзья! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас. Начинаем. В США продолжаются дискуссии о том, как Украина может использовать американское оружие по целям внутри РФ. В частности, обсуждается вопрос расширения географии использования, ведь ранее было известно, что Байден дал добро лишь на удары их оружием по ограниченной территории РФ. Напомню, что речь шла о том, что ВСУ могут уничтожать американским вооружением российские военные объекты вблизи Харьковской области. Сейчас же в Белом доме не хотят говорить о решениях, которые еще не приняты, не стали отвечать и о каком расширении может идти речь, и намекнули, что действия Вашингтона зависят от ситуации на поле боя. Мы и в дальнейшем будем вести эти разговоры с украинцами. Безусловно, будем. А приведет ли это к дополнительным изменениям в политике, я не могу сказать пока. Но мы не будем отворачиваться от потребностей Украины, и мы будем в дальнейшем пытаться развивать нашу поддержку в зависимости от развития ситуации на поле боя. И еще о ситуации на поле боя. Военные эксперты анализируют, как удары по РФ отразятся на той самой обстановке на линии фронта. CNN, цитируя исследователей, пишет о том, что такие удары усложнят российские военные операции против Харькова. Или же о том, что российские оккупанты так или иначе уже приспосабливаются к украинской тактике нанесения ударов. Кроме того, в Центре анализа европейской политики считают, что для Киева удары по военным объектам РФ на российской территории будут успешны, если будут превентивными. Однако они, возможно, не изменят правил игры, но станут дополнительным плюсом для ВСУ. В то же время Американский институт изучения войны подтверждает, что украинские силы обороны уничтожили российскую батарею ПВО С-300, С-400 в Белгородской области и, вероятно, благодаря «Хаймарс». Геолокация изображений, опубликованных 3 июня, показывает 2 разрушенные пусковые установки и поврежденный командный пункт российской системы ПВО С-300-400 в поле к востоку от Киселева, к северу от города Белгород. Система ПВО С-300-400 была расположена примерно в 60 километрах от нынешней линии фронта. В российском Минобороны, не стесняясь, показывают, как наносят удары фугасными авиабомбами по жилой застройке на территории Украины. Ведомство, которое недавно перешло из рук Шойгу в руки Белоусова, опубликовало видео, как Су-34 скидывает авиабомбы. Конечно же, в Москве говорят, что удары наносились якобы по опорному пункту ВСУ. О том, что российские оккупанты с успехом уничтожают жилые дома, отчитывается группировка войск «Центр». Там уточняют, что удар наносился неуправляемыми бомбами ФАБ-500. Аналитики Американского института изучения войны пишут о том, что Украине необходимо разрешить сбивать российские самолеты над РФ с помощью ЗРК «Патриот». Кроме того, аналитики напомнили, что западные системы ПВО уже применялись украинцами для уничтожения самолетов оккупантов на Авдеевском направлении в феврале 2024 года. Единственный вариант противодействия КАБам – это уничтожать самолеты-носители, стоимость которых, как правило, лежит от 40 и более миллионов долларов за один самолет. Если мы говорим об уничтожении, конечно, авиации над воздушным пространством Российской Федерации, то, конечно, здесь нужны комплексы так называемые дальней действия. И в первую очередь это речь идет о таких системах, как
NASAMS, Patriot, Iris-T и другие, которые способны выявлять и уничтожать цели в глубину от 50 до 120 километров. Военные Парижа уже находятся в Украине. Об этом в интервью французской прессе рассказал полковник ВМС Франции в отставке Пер де Йонга. Однако он уточняет, что французы не воюют против россиян, а лишь помогают, а точнее инструктируют ВСУ. В частности, помогают украинским военным в обслуживании гаубиц «Цезарь», обучают артиллеристов. Издание пишет, что это было абсолютно понятное и здравое решение, так как французское оружие поставляется Украине с самого начала российского вторжения. Конечно же, мимо этой темы не мог пройти пресс-секретарь Путина Песков и фактически заявил, что западные инструкторы в Украине – цель россиян. Дело в том, что у любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов. И неважно, они французские или не французские. И в данном случае мы продолжаем специальную военную операцию в соответствии с теми целями и задачами, которые были сформулированы Верховным Главнокомандующим. Я напомню, накануне в Париже недалеко от Эйфелевой башни появились гробы с надписями «Французские солдаты в Украине». Разведка Франции подозревает, что за организацией этого события стоят спецслужбы РФ. Известно, что людей, которые привезли эти гробы и выставили их, арестовали, но уже на следующий день отпустили из-под стражи, передает Associated Press. У НАТО мало времени, буквально 2-3 года, чтобы быть готовым к агрессии со стороны РФ. На таких сроках говорит глава вооруженных сил Норвегии генерал Эрик Кристоферсон. По сути, он не согласен с выводами немецкой разведки, которая ранее заявляла о том, что Россия может восстановить свои силы и пойти войной против НАТО через 8-10 лет. Кристоферсон считает, что Североатлантическому альянсу необходимо ускориться, так как Россия прямо сейчас восстанавливает свой военный потенциал, и Москве тоже необходимо время. В какой-то момент кто-то сказал, что на это уйдет 10 лет, но я думаю, что у нас есть менее 10 лет. И все из-за промышленной базы, которая сейчас работает в России. У нас есть возможность в течение следующих 2-3 лет восстановить наши силы, восстановить наши запасы, в то время, когда мы поддерживаем Украину. Нам нужно сделать это, чтобы быть уверенным, что мы готовы ко всему, что может произойти. Россия планирует перезапустить захваченную Запорожскую атомную электростанцию, но эти планы небезопасны. Об этом говорит директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. И глава МАГАТЭ уточняет, что для этого перезапуска должны быть выполнены определенные условия, но возможности РФ сейчас далеки от этого. Кроме того, он уточняет, что все 7 столпов ядерной безопасности полностью или же частично разрушены, а атаки на ЗАЭС нарушили первый из 5 конкретных принципов защиты Запорожской АЭС. Это была цитата. С тех пор, как мы встречались в последний раз, произошло нечто очень серьезное. В том смысле, что впервые за долгое время на АЭС были направлены прямые атаки, что, конечно, имеет чрезвычайно серьезное значение. Это говорит об опасной и очень хрупкой ситуации вокруг АЭС. Наша постоянная миссия продолжает свою работу. Мы успешно завершили очередную ротацию, и нам необходимо продолжать взаимодействие на техническом уровне, чтобы убедиться, что там не произойдет ядерной аварии с радиологическими последствиями. Лукашенко считает, что войну начал не Путин, а россияне. Они, по словам самопровозглашенного, надавили на Путина, и тот начал спасать русскоязычное население Украины в 2014 году. Об этом нелегитимный вдруг заявил во время своего визита в Монголию, вспомнив события 2 мая в Одессе. Общество российское начало давить на президента Путина и на власть. Вы должны их защитить. Параллель? Путин защитил своих людей там. А до этого в Минске я был свидетелем, меня посредником там называют, да не посредник, я был организатором переговоров России с Украиной при посредничестве Запада. Договорились, хорошие были договоренности. Подписали президенты, они же их не исполнили, украинцы. А Запад заявил, а это мы так специально пошутили, понимаете, дали время Украине отсрочить время, чтобы они вооружились против России.
Так как же Россия должна была себя повести? Теперь же, по словам Лукашенко, россияне якобы не хотят воевать и им нужны переговоры. Напомню, что перед поездкой Лукашенко в Монголию бывший президент этой страны призывал арестовать белорусского диктатора из-за его преступлений в отношении белорусского народа. Однако Международный уголовный суд по сей день не выдал ордер на арест Лукашенко. И именно поэтому власти Монголии, которые ратифицировали Римский статут, оставили Лукашенко на свободе. Тем временем режим Лукашенко продолжает преследовать инакомыслящих внутри страны. О том, как это происходит в одном из главных вузов страны, Белорусском государственном университете, в своем новом расследовании в деталях рассказывают киберпартизаны Беларуси. Они заявляют, что еще летом 2023 года смогли проникнуть во внутреннюю сеть БГУ и теперь имеют на руках огромное количество материалов, которые, цитирую, позволяют обличить внутреннюю кухню университета. Это отчеты в ГУВД, прокуратуру, администрацию Лукашенко по политическим увольнениям и отчислениям, слежка за преподавателями, нарушение норм морали, интриги и лицемерие даже по отношению к собственным соратникам. Все люди, чьи имена и фото вы видите на экране, а также ряд других сотрудников БГУ, начиная с 2020 года, на протяжении 4 лет занимаются запугиваниями, давлением, слежкой, политическими увольнениями, отчислениями и доносами на студентов и преподавателей в силовые структуры режима. При их пособничестве основная деятельность университета курируется лично председателем Совета Республики Натальей Качановой, а также сотрудниками из администрации Лукашенко и КГБ. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо», отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.